Тут, ребята, я вижу в этом судьбу и какой-то рок. Злой, не злой, тяжелый или хэви-метал, неважно. Просто в каждой стране уготована некая программа, благодаря которой она живет, то есть матрица. То есть у России такое место, у нее особенная стать, ее умом не понять. Поэтому, Говор Лауэр, нет, я про Россию. В нее уже за границей никто не верит, наверное. Смотри, сейчас по поводу, как относятся к русским за границей. Скажу так. Я не могу за всех сказать, прям обобщить все. Но мое мнение, что в России слишком преувеличено мнение о том, что типа за границей думают о России. Как бы там ни было, плохо ли думают, хорошо ли там думают. То есть вообще думают. То есть в России принято считать, и как бы это накачивается, что типа другие страны только и думают про Россию. Плохая она там или великая, хорошая. А на самом деле, по факту, они не думают про Россию никак. Ну, то есть, как бы это объяснить? Сейчас грубо скажу, не хочу никого обидеть. То есть, если россиянам и Россия всегда есть дело до каких-то других стран, правильно они живут, неправильно живут, духовные, бездуховные, там, гей-парады или там еще чего-то там, то в других странах похрен вообще, как там живут в России. Вообще, то есть, вот до фени. Потому что они живут в своей стране, они живут в своем мире, своей жизнью. Собственно, все. И это их вполне устраивает, и это им достаточно. То есть им не нужны проблемы чужих людей. И это, кажется, очень прям, правильный, грамотный подход. Это ваши проблемы, вы их как бы решаете. Вот. Если вы живете так, значит вам так и надо жить. Это же логично. Если тебе что-то нужно, ты это меняешь. Или как-то там, что-то делаешь, короче говоря. А если тебе, все ровно, все нормально, то вот, пожалуйста, получите. Почему об этом должны думать другие страны, другие люди, у которых там другие правила в жизни? Они никак не думают про Россию, вообще никак. Они могут об этом думать только в связи с какими-то, событиями, какими-то там новостями. Телевизор тоже есть, телевизоры, всякие журналы, газеты, интернеты. И когда что-то происходит, конечно, об этом какое-то время говорят. Неделю, 2. Максимум. Все. Так же, как и в новостном пространстве в России. Да? Кто-нибудь про Дзюбу сейчас вспомнит? Дзюба, который что-то там дрочил где-то. Я не знаю, почему я про него вспомнил, но просто хороший пример. Была новость прям такая, шумели, неделю, 2. Все, потом все стухло, потухло, и никто ничего не помнит. Так же, как, я не знаю, какие-нибудь отравления, какие-нибудь пожары, какие-нибудь там убийства. Что там произошло? В Казани, по-моему, недавно какой-то расстрел. Пошумели, успокоились, все. Навального отравили, пошумели, успокоились, все. В Беларуси что? Все проходит, ребята, буквально 2 недели. Это информационный шум и все. И если насрать самим россиянам на все вот это вот, да, то остальному миру так вообще как-то по барабану, потому что у них своих там проблем хватает. Они занимаются своими там, делами, своей проблематикой. Понятно? Видимо, выгодно в России подавать это так, что типа там все на нас косо смотрят, все хотят нас завоевать, отобрать у нас нефть и газ, хотя давно уже отобрали. То есть вы понимаете, да? Мегатрон. Так же ведь, да? Вот в Испании происходит. Такая же фигня. Я думаю, что там мало кто говорит про Россию и редко ее где-то упоминают. Разве что какие-нибудь там мафиозные дела, когда там русскую мафию ловят в Испании, тогда, может быть, да. А так, как-то и своих дел хватает. Мегатрон, если так, то подтверди, что думают за границей про Россию. Да ничего не думают. Верят в нее, не верят. Да, доверие падает. Если говорил ты об этом, то доверие, конечно же, падает. Потому что по делам их досудите их. Также, да, говорится. И все эти слова знают. Вся европейская культура, она также построена на принципах, на христианской культуре. И поэтому по делам их. Вот. Мы видим, какие дела происходят. Это проникает в новости так или иначе. И вся вот эта муть поднимается. И все это, конечно же, создает, как называется, плохой пиар, короче говоря. Плохая репутация создается. Поэтому, да, это печально. Это грустно. Но, с другой стороны, немножко успокаивает изучение истории России, и ты думаешь, да как-то вроде всегда так было. То есть у России такое место, понимаете, у нее особенная стать. Вот. Ее умом не понять. Поэтому, видимо, это такая роль. Понимаете, у каждой страны своя роль. У кого-то матрешки, у кого-то, не знаю, что там еще. Демократия, у кого-то, и так далее. То есть, видимо, это такая некая достаточно устойчивая система. Как бы там ни говорили, но, видимо, все-таки менталитет, он есть. Можно, конечно, перевоспитать, можно переучить, можно порядок навести.
Но как это сделать? И кто это будет делать? И против кого это будут делать? Если большинство это, ну, а им это не нужно. Через масонские ордена, через просвещение людей. Было такое в России. Было, просвещали. Ну, как видите, а где-то даже не просвещали, а просто делали революции. Все с места так, ну, с головы на ноги, и в смысле на голову. И потом опять то же самое. Тут, ребята, я вижу в этом судьбу и какой-то рок. Злой, не злой, тяжелый или хэви-метал, неважно. Просто в каждой стране уготована некая программа, благодаря которой она живет, то есть матрица. Как человеку уготована какая-то судьба, да, благодаря его личности, там, генетике, среде, так и каждой стране, как маленькому организму, тоже уготовано свое место в общем процессе мировом. И никто не главный в этом мире. Все делают какие-то свои дела, кто в чем. Где-то плюсы, где-то минусы. Кто-то лучше это, в балет. В балете кто-то лучше, а кто-то еще в чем-то. Во вредительстве и как напакостить. В общем, у всех свои таланты. Слушайте, прям стрим не зависает, так классно. Действительно, буду с ноутбука вести. Не надо телефончик мучить. Так, Говор Лавр. Дания, там викинги бывшие. Да, кстати говоря, там бывшие викинги, дикий народ. Раньше был воинственный, до нельзя. Просто, ну реально, блин, эти варвары. У них был культ буквально этого насилия, обжирательства, короткой жизни яркой, да? Живи ярко и сдохни по-быстрому. Зато в Алхалу попадешь как герой. И их там, они часто наемниками. Ну, короче, вот такие ребята были лихие. Просто реально разбойники и профессионалы в плане убийства, войны и так далее. А теперь, смотрите, вот так стали добропорядочными людьми, гражданами. Владимир Иванов пишет: твоя методика медитации, контроль за дыханием очень крутая. Ого. Выводит на новый уровень. Всем рекомендую, главное не лениться. У России духовный путь. Владимир Иванов, спасибо тебе за добрые слова. Я очень рад, что моя методика. Я просто немножко не считаю, что это прям моя методика. Дело в том, что это мне не принадлежит. Это просто мое осмысление того, чего уже, как бы, что уже есть. Ребят, вы можете тоже до этого дойти и почитать, и посмотреть, и все это увидеть. Я просто, ну, наверное, да, может быть, она в чем-то моя, конечно, как я понимаю. Я же рассказываю своими словами, пропускаю через себя. Ну, в любом случае, рад, что как-то, ну, это помогает. Поэтому классно, что есть интерес, я буду на эту тему все равно продолжать рассказывать, потому что я сам этим интересуюсь, сам этим занимаюсь, и поэтому буду делиться, ну, тем, что мне, так сказать, близко, то, что меня, не то, что волнует меня, да, не то, что мне интересно, скажем так, то, что я считаю важным, вот. Я буду делиться с вами то, что я считаю важным, и то, что я сам делаю и практикую. Окей. Поэтому, Владимир Иванов, я рад, что ты следишь за этим, смотришь и используешь это для себя. Насчет России духовный путь, я не понимаю это выражение. Думал об этом, пытался понять. Нет, не понял. Я не знаю, что это такое. Возникает масса вопросов сразу. Мы можем подискутировать на эту тему, конечно.